Всем привет! Меня зовут Антон Тимонов, и вы на канале Georgia Private Investment. Здесь мы говорим о недвижимости и инвестициях в Грузию. Я решил записать это видео, потому что часто вижу в чатах профессиональных, как некоторые застройщики обманывают своих клиентов, как некоторые агенты обманывают своих клиентов. Я тут недавно сам столкнулся с мошенничеством, когда меня обманули риэлторы. Я писал об этом в моем телеграм-канале. Кстати, если у вас есть Телеграм, обязательно подписывайтесь. Там я пишу о новостях рынка недвижимости, без купюр, все подводные камни, только у меня в Телеграм-канале. Недавно встречался с клиентом, который приехал и говорит: Антон, помогите. Купил несколько квартир у застройщика, пришел инвестицию их регистрировать, мне там отказали, потому что эти квартиры уже зарегистрированы, инвестиция на других людей. Ну, в общем, попал серьезный, много квартир там купил. Я не юрист, но у нас есть хорошая компания, которая сопровождает нас и консультирует нас, наши юристы на аутсорсе. Я порекомендовал вам обратиться туда. Самое смешное, этот человек говорит: если я выиграю суд, я вот застройщика еще куплю у него эту квартиру в этом доме. То есть тебе уже раз кинули, и ты хочешь еще раз, чтобы тебя кинули. Я вот этого не понимаю. Поэтому если вы не хотите быть кинутым, смотрите это видео до конца. Ставьте лайки, комментарии, обязательно пишите. Может быть, я что-то забуду здесь, и какие-то виды мошенничества не учту. Если в вашей стране или на вашем рынке недвижимости есть какие-то интересные виды мошенничества, обязательно делитесь ими в комментариях, мне будет интересно. Вообще, любой рынок, он начинается дикий, потом возникают какие-то нюансы, судебные решения, какие-то прецеденты. Да, и после этого государство, конечно, вмешивается, чтобы не было такого, чтобы не было обманутых вкладчиков, чтобы не было обманутых дольщиков, чтобы не было двойных продаж, чтобы застройщики... Что здесь происходит? Стандартная история. Застройщик говорит: у меня будет здесь торговый центр, бассейн и вообще все. А на самом деле стоит просто бетонная коробка с дешевыми материалами и с лифтами по 30 минут в очереди. Поехали! 4 основных вида мошенничества на девелоперов. Первое — это продажа недвижимости без разрешения на строительство. Это самое основное. Как правило, в Грузии начинается пресейл действительно без разрешения на строительство. И, как правило, рано или поздно застройщик получает все-таки данное разрешение. Но я хочу обратить ваше внимание, что покупка недвижимости без разрешения на строительство для вас увеличивает риски того, что... Следующий момент. Второе — двойные продажи. Застройщик может продать одну и ту же квартиру нескольким людям, и вы это никак не узнаете, если ваш договор не зарегистрирован в юстиции. На этапе строительства, если у застройщика нет разрешения на строительство, все регулируется внутренним договором между юридическим лицом и покупателем. Что я такой-то, такой-то, покупаю у застройщика такого-то, такого-то квартиру номер 1. И все, этот документ между нами. И никто не знает, квартира номер 1 продана одному человеку, 2, 3 или 4. У нас была ситуация в компании GPI, когда мы продали квартиру на этапе пресейла, почти все пресейлы без разрешения строительства. Человек купил 3 квартиры сразу, на разных этажах. 24, 25, 26, например. Все, подписали договор, он сделал предоплату, первый взнос, подписали акты выполненных работ. Потом мне звонит застройщик и говорит: Антон, такая накладка произошла, мы эту квартиру продали другому человеку до того как. Я говорю: подождите, как так? Ну, в базе была такая техническая ошибка в шахматке, и сделали 2 разных менеджера застройщика, сделали на одну квартиру 2 договора. Я говорю: подождите, у моего клиента есть с вами подписанный договор, он вами поставлен печать, подписан, оплачен аванс. Они говорят: да, действительно так, вот техническая ошибка, что делать, помогите. Я клиенту, я говорю: вот такая ситуация произошла, что делать? Он говорит: я не хочу, не понравилась эта квартира, я не хочу ни на что ее менять. Вот. Я знаю, что ситуация разрешилась положительно, застройщик добропорядочный, с клиентом ведет правильно себя, и они ему дали квартиру, по-моему, выше этажом, но за эти же деньги. Вот, и как бы ситуация разрешилась. Ну, такое может быть. И вот в этой ситуации с нашим клиентом это не злой умысел застройщика, это вот техническая накладка. Если бы были кадастровые номера присвоены, а кадастровые номера на каждую квартиру присваиваются, когда выдается окончательное разрешение на строительство, там, 3-е так называемое. И после этого каждая квартира ставится на кадастр, и это регистрируется все в юстиции. И после этого, если бы, например, мой клиент купил квартиру и пришел в юстицию подавать документы, он бы не смог их подать. Он подал, и он бы был отказ, потому что эта квартира зарегистрирована на другого человека. Поэтому важно проверять у застройщика разрешение на строительство, разрешение на землю в обязательном порядке. Для чего эта земля? Бывает такое, что земля предоставляется для коммерческих нужд, например, для строительства отеля. А девелопер заявляет, что он будет строить там жилой дом. Обязательно смотрите, какой вид разрешенного использования у земельного участка, что вообще на нем разрешено строить. Просто часто бывает так, есть несколько строек, которые говорят: у нас будет жилой дом, у нас статус жилого дома. Я смотрю разрешение, у вас написано апартаменты.
Да, пока апартаменты, но пока построится, мы поменяем. Возможно. Но сегодня он продает квартиры, а разрешает ему государство строить апартаменты. Что еще бывает? Это редкость, я такого на рынке Грузии не встречал, но встречал в своей жизни и не раз работая в России. Это фальшивые документы. Застройщики бывают прям в наглую подделывают документы. Это моя земля, это вот разрешение на строительство, я буду здесь строить, давайте мне деньги. С этим тоже нужно быть аккуратным. Как избежать мошенничества со стороны застройщика? Первое, обязательно проверяйте компанию застройщика. В Грузии все прозрачно, и я обычно перед тем, как работать или не работать с той или иной строительной компанией, обращаюсь к нашим налоговым консультантам, компанию Financial Express Corporation, и говорю: ребят, вот у меня есть застройщик, такой налоговый номер, проверьте, пожалуйста, его. Что они могут делать? База налоговой открыта. Они смотрят, есть ли у этого застройщика долги перед налоговой, долги по земле, какие-то там, не знаю, аресты, суды и так далее. Все это есть в открытой базе. И мне там потом делают небольшой отчет, там звонит автомобиль и говорит: вот там у этого застройщика обременений нет, счета не арестованы, кредитная история положительная и так далее, с ней можно работать. Это такая минимальная история. Если вы не можете этого сделать, обращайтесь в компанию Georgia Private Investment, и мы с удовольствием окажем вам услугу по анализу застройщика, у которого вы хотите купить квартиру в том или ином доме. Дальше. Вот я уже сказал, второе, это работайте обязательно с агентствами по недвижимости. Выбирайте себе тех, кто вам ближе по духу, чьи социальные сети вам нравятся, чьи сайты вам нравятся. Вот сегодня нам звонил клиент, я спрашиваю: откуда вы нас узнали? Она говорит: а я просто в карте забила, в Google картах агентство недвижимости Батуми. И у вас самый высокий рейтинг. Отличный способ найти себе партнера в поиске недвижимости, просто узнать в Google картах или в Яндекс картах, забить агентство недвижимости Батуми и позвонить там топ-3, поговорить с менеджерами, с кем вам будет ближе, комфортнее общаться, к тому обратиться за помощью, за услугой. Дальше. Проведение тщательной юридической проверки перед покупкой. Это понятно, то же самое. То есть вы сами самостоятельно, вам будет тяжело провести юридическую проверку того или иного застройщика. Поэтому я тоже рекомендую обращаться к нам. Эта услуга не такая дорогая. Кстати, вот недавно у меня был случай. Звонит клиент, говорит: здравствуйте, я хочу купить в Альянс Центрополис квартиру, вот договор. Пожалуйста, мне нужна услуга по юридической проверке договора. Все, без проблем. С удовольствием возьмем, оказали услуги. Сам нашел, сам выбрал апартамент, то есть не нужны услуги по поиску, да, но нужна услуга по проверке договора. Это тоже мы делаем, это тоже минимизирует разные варианты мошенничества. В самом начале я упомянул, что обещают бассейны, центры, корты, тенниса и так далее, а потом все везде шоу устроится. То есть это тоже примерно немножко мошенничество. Что такое мошенничество? Давайте вот мы сейчас, я возьму Google, пишу мошенничество. Неблаговидные жульнические действия с корыстными целями. Хищение денег или имущества за счет обмана или злоупотребления доверием. Вот в этом случае, когда застройщик обещает вам торговые центры, там бассейны, фитнес-центры и так далее, инфраструктуру, и не делает этого, я считаю, что это мошенничество. Я считаю, что это абсолютно злоупотребление. Как правило, это бывает почему? Потому что, условно, там неправильно посчитали смету, выросла стоимость материала, продали весь дом, да, а нет денег достроить это. Но это, скорее всего, сделано было не по злому умыслу, да. Это, скорее всего, было плохое бюджетирование, неправильно посчитали финансы, много потратили на маркетинг, например, да, или там на материалы, то есть из-за своей неопытности, да, или глупости. То есть такое прям вот мошенничество умышленно я здесь видел только раз. Вот я примерно в начале ролика рассказал про нашего клиента, который вот это раз я вот видел в Грузии. Это прям точно, абсолютно было умышленное мошенничество. Все остальное, боюсь, что это неумышленное мошенничество. Это просто, не знаю, неопытность какая-то, может быть. Вы знаете, некоторые люди называют рынок недвижимости Батуми казино или полем чудес. На самом деле так и есть. Вчера у меня был мандариновый сад, сегодня я решил стать девелопером и буду строить здесь там 5-звездочный апарт-отель. Это такая история, рынок молодой, мало зарегулированный, поэтому это бывает. Но я не думаю, что это из злого умысла было сделано. Скорее ошибки в расчетах на ранней стадии проектирования сначала, потом строительства, а потом в эксплуатацию. Если мы говорим с точки зрения финансов, то время — это деньги. Да, есть такое понятие. И в Грузии все знают не понаслышке, и мы много раз в видео наших говорили о том, что в Грузии строят долго. То есть, например, там дом, 20 этажей, он будет строить 3, 4, 5 лет. Соответственно, когда на старте продаж, на старте продаж в Батуми продается половина дома сразу. На старте продаж низкие цены, все купили по $500 за квадрат, я условно. Если дом был сдался через 2 года, застройщик бы купил свои, заработал бы. Но так как нет людей, долго привезли материалы, там что-то отложилось, плохая логистика, постоянные праздники, гости, гулянки, медленное строительство. Чем медленнее строишь, тем себестоимость увеличивается. Зарплату надо платить? Надо. Офис надо арендовать? Надо.
Да, соответственно, там можно было заказать окна сегодня, а ты окна заказываешь через 2 года. Через 2 года они автоматически дороже, потому что прошло 2 года, там, в год экономика Грузии растет на 10%, инфляция 5%. Ну, вот через 2 года они будут стоить точно на 10% дороже. Это нужно учитывать при планировании старте продаж. И грузинские компании очень мало кто занимается тщательным бюджетированием и финансами в своих строительных проектах. В одном из наших проектов, который мы занимались им с самого старта, самого проектирования в 2019 году, и сейчас он вводится в эксплуатацию, без имен, там люди должны по рассрочке больше $1,5 миллиона. То есть дома строятся долго, еще не только потому, что застройщики там медленно строят, да, что-то, потому что люди, которые берут 30% заплатил, потом платят рассрочку, за эти 3 года у них тоже меняется ситуация. Там, с работы увольняют, не знаю, переезжают, война началась, да, потеряли в доходах, упал курс рубля, там, не знаю, в Украине война, в Беларуси там тоже полстраны уехала, потеряла работу, да. Ситуация меняется у всех и очень быстро, мир очень-очень изменчивый. И вот у застройщиков очень много просрочек. Соответственно, если не есть просрочка, тоже возникают дыры финансирования. Нет денег, они не закажут вовремя там фасады или лифт или что-то еще. И еще дольше строится, еще более удорожается проект. Не могу сказать, что это прямое умышленное мошенничество. Это просто вот реалии рынка, я бы так это назвал. Это реалии рынка. Это не со всеми, это действительно так. Вот я купил одну квартиру у одного застройщика, и 2 дня что-то забыл, выходные были, кто-то уехал, кто-то гости. И мне застройщик звонит: Антон, у вас просрочка по платежу, пожалуйста, заплатите. Для меня это означает, что застройщик построит дом вовремя. Я проезжаю мимо, вот сегодня там делал сторис, снимал, и строит даже с опережающими темпами. То есть чем больше у застройщика настроено отдел продаж, отдел снабжения, отдел маркетинга, все бизнес-процессы выстроены, да, и в том числе автоселс менеджмент, да, который звонит мне и говорит: Антон, у вас просрочка. Значит, я буду платить вовремя, мне будут напоминать об этом. Соответственно, застройщик будет вовремя строить. Застройщиков действительно... Я вижу, как с каждым новым проектом улучшается качество, сроки, надежность и все вытекающие. Появляется опыт, понимаешь, появляется опыт, и много строительных компаний опытных, и у них все идет хорошо, и строят даже с опережающими темпами. Я вот был в Гонево, последняя сделка была как раз по Гоневу. Обещали построить к Новому году этого года, а запустили в мае, и уже все работало весь сезон. Ну, это редкость, но такое уже есть. Раньше такое было, вообще, там, раз-два, и там на пальцах одной руки. Сейчас это... Появляется больше, появляется опыт украинских застройщиков, и все отлично. Чтобы точно понять, куда инвестировать, нужно, конечно, к нам обращаться, в компанию Georgia Private Investment, тут как бы все и так все знают. Следующий блок: как обманывают агенты. Это вообще, я сразу скажу, я ненавижу риэлторов, просто всеми фибрами души. Меня прям от них выворачивает прям. Значит, хочу рассказать, в компании Georgia Private Investment не работает ни одного риэлтора. И никогда не работало ни одного риэлтора. Я сам из девелопмента, сам из строительного, там, занимался ипотекой, там, можно много чего про меня почитать, узнать, откуда я и чем я занимался. Но я никогда не был риэлтором. Никогда не был риэлтором. Да, я продавал недвижимость, там, строил коттеджные поселки, продавал недвижимость. Я был продавцом своего проекта, да. Я продавал недвижимость, работая в большом холдинге. Мы там продавали заводы, пароходы, там, и так далее. Тоже продавал недвижимость. Но я никогда не был риэлтором. И в компанию, когда я собеседую менеджера отдела продаж, я принципиально не беру людей, у которых есть опыт в риэлтором, работая в классическом агентстве недвижимости. У нас все ребята с опытом в продажах, это обязательная история, в продажах. Вот. Но по недвижимости все ребята набирались опыта здесь, и я в том числе. Объясню. Классический риэлтор — это какой-нибудь бывший учитель или работник поликлиники. Или там сократили на заводе, и куда пойти? Пойду риэлтором. Без оклада, быстро там научат, и пойду продавать что-нибудь, там баннер развешу, машину обклею, и буду риэлтором. У нас другая модель. В первую очередь мы Georgia Private Investment. Мы занимаемся частными инвестициями в Грузию, в грузинскую недвижимость. Это разная история. То есть мы об инвестициях, о деньгах, о высоком качестве сервиса, о индивидуальном подходе. Риэлтор вешает баннер на балкон и ждет звонков. У меня была ситуация, я делал, опять же, пост в телеграм-канале. У меня есть клиент, в прошлые выходные это было. Он хочет купить себе виллу загородную, бюджет 500-600 тысяч долларов. Хороший бюджет, много вариантов можем предложить. И говорит: мне хочется в Гоню. Я говорю: супер, в Гоне не так много домов. И я смотрю агрегаторы, что есть, и нахожу очень хороший дом, хорошей локации. Я знаю этот коттеджный поселок, знаю управляющую компанию и думаю: так, это идеально, надо организовать просмотр. Тут же через сайт-агрегатор, через листинг нахожу объявление,
Риэлтору тоже проваливаюсь в WhatsApp, пишу: здравствуйте, завтра с часу до 2 хочу посмотреть ваш дом, организовать показ. А вам не нужны подробности? Я говорю: нет, мне не нужны подробности, я хочу посмотреть дом. Я знаю, где он находится, карта, точка на карте указана, фотографии есть. Ну, я хочу посмотреть его и, возможно, купить завтра. Завтра воскресенье, я по воскресеньям не работаю. Еще раз повторяю, дом стоит $500 000. Я говорю: хорошо, если вы не работаете, как связаться, кто может показать, может вас забрать, нужно довести и так далее. Она мне говорит: а вы знаете, где он находится? Я говорю: конечно, это же вот поселок такой-то, такой-то, там находится. Она говорит: нет, это находится в другой деревне, в 10 километрах от того места, просто я указала точку, чтобы собирать лидов. Вот поэтому я просто не перевариваю риэлтора. Итак, первое, какие бывают виды мошенничества среди риэлторов, они либо указывают объект не в той локации, либо, как правило, если вы видите, например, там в доме стоит квартира там, $100 000, и объявление одно 50. Это в 99% случаев фейковое объявление. Это когда у вас очень красивая квартира по неадекватно низкой цене, и вы звоните туда и говорите: ой, я хочу ее посмотреть. Вам говорят: да, конечно, давайте завтра в час дня посмотрим. Вы можете приехать на объект в час дня, и вам скажут: ой, а мы ее полчаса продали назад, пойдемте другую посмотрим. И как-то раз я тоже звоню и говорю: слушайте, хочу квартиру посмотреть. И мне говорят: ну вы же Антон, да? Я говорю: да, я Антон GPI. Ну вы же понимаете, что этой квартиры нет. Как бы это вот квартира для привлечения лидов. Все так делают. Мне отвечают по телефону. Я говорю: знаете что? Вот вы, наверное, риэлторы, все так делаете. Вот мы в компании так не делаем никогда. Я ни разу не выкладывал фейковое объявление. Никогда я не выкладывал фейковое объявление. Если я узнаю, что кто-то из моих менеджеров выкладывает фейковое объявление, будет жестко наказан. Я принципиально против такой позиции. Это неправильное ведение бизнеса, это не тот уровень сервиса, это не тот бизнес, о котором я мечтал, который я строю. Главная ситуация, это выглядело как мошеннические действия. И я хочу извиниться перед клиентом, если он понял нас не так. В прямом эфире ситуация была следующая. У нас поступает буквально на прошлой неделе объект в Каллиграфе. Людям оказались сложные ситуации, они купили 2 квартиры и не вытянули рассрочку, не рассчитали свои силы. И просят избавиться от одной квартиры по себестоимости. То есть почем покупали, потом и продают. По $950 за метр квадратный. Я тут же этот объект отдаю одному из менеджеров в деле. Дело тут же делает посты во все агрегаторы, листинги, во все наши телеграм-каналы, во все наши чаты. И нам сыпется несколько заявок. И один из клиентов обращается ко мне лично в личку, мы с ним переписываемся, и он говорит: я хочу купить, нужно внести первый взнос, там, из серии $30 000. Да, всего квартира стоит там 45. Я примерно порядок цифр, чтобы был понятен. Но у меня, говорит, есть 10 сегодня, 10 я смогу в ноябре заплатить, 10 могу в декабре заплатить. А у клиентов сейчас, застройщик хочет обе квартиры забрать, потому что они не платят по несколько месяцев. Я говорю: окей, обсужу с клиентом. Я говорю: вышлите паспорт на всякий случай. Если что, я сделаю договор сдатка, утром и вам вышлю. И утром на планерке я узнаю, что эту квартиру есть клиент, который хочет ее купить, еще 2 даже клиента. У одного там тоже $5 000 есть взноса, и потом там к Новому году будет остальное. А у одного клиента есть все деньги сразу. Естественно, мы предлагаем продавцу: вот у нас есть 3 покупателя на вашу квартиру, мы за сутки набираем 3 покупателей на вашу квартиру. Выберите. И они выбрали, естественно, который им нужен. И мы продали эту квартиру. И мне было очень неудобно перед нашим клиентом. Я пишу ему: эта квартира нет, извините, есть другая, этажом выше, на $50 дороже. И это выглядело на самом деле, мне было жутко неудобно, я приношу свои извинения. Но это была реальная ситуация, реально так произошло. Что сделали мы? Этот клиент приехал сейчас в город, я очень надеюсь, что сделка состоится или состоялась уже к моменту выхода этого видео. У нас есть квартира выше, она дороже была на $100, но я отказался от своей комиссии для того, чтобы сделку срастить, чтобы клиент, который к нам обратился по квартире за 950, купил ту за 1000. И я ничего не заработал. Главное, чтобы клиент получил услугу. Для нас иногда важно оказать услугу, а не заработать деньги. Потому что, скорее всего, этот человек, который на встрече с нами купил, станет нашим клиентом. Это квартира в новостройке. Скорее всего, он к нам обратится за ремонтом. Скорее всего, он потом попросится ее сдать в аренду и так далее. Мы строим долгий бизнес на долгие годы. У нас нет задачи продать сегодня сразу, ухватить клиента, продать и забыть. Идем дальше. Не мошенничество, но уловки. Да, что может быть? Например, есть запрос: хочу купить квартиру за $100 000, там, 5 спален в старом городе. Мы находим этот вариант, и на рынке недвижимости Грузии принято, что платит продавец. Мы берем за подбор на вторичном рынке, берем $1000 плюс 1%. И в этом случае получилось так, что мы нашли объект без договора на оказание услуг, и продавец говорит: я ни с кем не работаю, я никому ничего не плачу комиссии. Давай, говорит, сверху накидывай свое. И продавай. Я хочу 100 и никак иначе. Вот такие уловки тоже на менеджеры используют. Вот в том случае у нас сделка не состоялась, потому что я принципиально не работаю с продавцами, которые говорят: накручивай сверху. Мы работаем с продавцами, которым нужно продать,
которые готовы заключить эксклюзивный договор на продажу, и мы продадим их квартиру. Только в этом случае. Как правило, да, если продавец продает сам, квартира может стоить 100 тысяч, если продает риэлтор, может стоить 105, 110, там, 115. Это вопрос уже от аппетитов агента, риэлтора. Если у вас есть эксклюзивный договор, такого не может быть, потому что у вас есть четкая цена в договоре, которую вы получаете, и четко обозначена комиссия нашего агентства, которую вы платите в случае продажи. Еще определенные уловки, и этим на самом деле пользовались, по-моему, наши ребята на заре, я помню, когда ездили. Это называется создать ажиотаж. Это значит привести на показ несколько покупателей сразу. И между ними, чтобы люди видели, что эта квартира в цене, что ее хотят посмотреть. Это, скорее, уловка, а не мошенничество, потому что никто вас не заставляет квартиру покупать. Если вы приехали на показ, у вас там 500 человек на показе, ничего страшного. Я люблю такую поговорку, она звучит следующим образом. Если ты не успел на поезд, это был не твой поезд. Поэтому если на показе там 10 человек, и кто-то купил квартиру вперед вас, не отчаивайтесь. Есть другая квартира, и вы обязательно найдете с помощью компании GPI. У меня тут подготовлены небольшие тезисы на экране. Аванс за просмотр. Я такого ни разу не встречал, если честно. То есть у меня никто ни разу не просил, я не слышал о том, что кто-то просил, чтобы посмотреть квартиру, берут аванс. Значит, интерес в дешевой квартире большой, докажи свою заинтересованность, скинь мне аванс. Вот это, понял, вообще лохотрон, такое прям, ну не то что мошенничество, просто на лоха рассчитано. То есть, хочешь квартиру посмотреть, переведи мне деньги. Ой, знаешь, какой вид мошенничества пришел только что мне в голову? Один раз мне звонил клиент, это был прикол вообще. Мне звонит клиент и говорит: Антон, мне позвонил один агент, предлагает заключить эксклюзивный договор. И я говорю, ну почему нет? Я говорю, почему нет GPI? Он не знает, как это с ним там, ну как бы хорошие отношения, там как подружились, он частник в Батуми. Я говорю, что вас смущает? Почему вот вы не подписываете? Он говорит, я хочу с вами посоветоваться, потому что он говорит, чтобы заключить эксклюзивный договор, я должен ему заплатить вперед $2000. Вот я думаю, так, стоп, это что вообще? Запах мошенничества прям сразу у меня почувствовался где-то возле носа. Он говорит, вот это вообще принято так на рынке недвижимости Батуми. Я говорю, ни в коем случае. Если вы заключаете договор эксклюзивный, вы оплачиваете услуги агента только после продажи вашего объекта. Другая история наоборот, если вы покупатель и обращаетесь за подбором, тогда, если это очень сложный запрос, и вы там, чтобы не обращались в 1000 агентств, вам может там мой коллега сказать, там, Иван, наши услуги стоят $1000 плюс 1% по поиску объекта по вашим параметрам. Какие параметры могут быть? Например, там, у меня $50 000, я ищу трехкомнатную квартиру в старом городе. Это сложный запрос, ну нереальный запрос, но он, как бы его можно реализовать, его можно как-то где-то что-нибудь найти. И тогда агент может попросить у вас предоплату там $500, чтобы понять, что вы реально заинтересованы в покупке объекта. Это нормально. Но когда с продавца квартиры просят аванс за продажу квартиры, ни в коем случае не платите за услуги агента по продаже вашей недвижимости до факта совершения сделки. Ни в коем случае. Итак, какие есть мошенничества со стороны продавцов? С чем сталкивался я? Первый год жизни в Грузии, очень понравилась земля, и таки Галя говорит мне, Антон, давай купим землю, построим дом, или шале, или шато, или что-нибудь. Я говорю, давай. И мы нашли участок в Кахете, очень классный, в долине, с видом на горы, белые пики. Классный продавец, грузин, плохо говорящий по-русски и по-английски вообще не говорящий. В деревне, недалеко от Санандаля. Мы взяли землю, в нее влюбились, просто стоим, час, наверное, на этой земле, машины две стоят этого продавца, парня, и наша машина. И мы стоим, такие, блин, классный участок. Поехали согласовывать детали там. Поехали, что стоим в поле. И на встрече несет джип какой-то, пыль такая на земле стоит. Несет джип, подъезжает мужик, открывает дверь, такой здоровый, огромный грузин, лет 60-70. Выходит и говорит, он по-русски разговаривает. Вы кто? Такие, покупатели земли. А это был его сын, это приехал отец. Он говорит, пошли нахер с моей земли. Я ничего не продаю, я здесь родился, живу и буду дальше жить и растить своих детей. Я смотрю на этого сына, он такой, я с папой еще поговорю, может быть, он еще согласится продавать. То есть бывает такое, что один член семьи хочет продать объект недвижимости, а другой член семьи даже не знает о том, что другой хочет его продать. Это не мошенничество? Да нет, не мошенничество. Но я потратил 500 километров туда, 2 своих дня и 500 километров обратно. Как бы, ну, блин, такое бывает. Такое бывает, что один человек хочет продать, другой не хочет продать. Вот сегодня у нас сделка развалилась. Продавец живет во Франции, доверитель в Австрии, хотят продать квартиру. Мы нашли покупателя, они говорят, да, а мы передумали продавать. Я говорю, ну, блин. Поэтому вот сейчас будем переписывать немножко регламент работы с продавцом, будем ужесточать правила работы с продавцом, потому что эти истории участились.
когда продавцы... Это еще какое-то не мошенничество, это просто, ну, некорректное поведение, или как это? Инфантильное поведение, да, инфантильное. То есть, алло, нам нужно срочно продать, мы срочно находим покупателя, а он говорит, да, я передумал продавать, цена не понравилась, или там сильно быстро нашли, я не знаю, что бывает, но это с этим часто с этим встречаются. Или землю, например, с землей вообще катастрофа. В 99% случаев при продаже земли в Грузии это земля сельхозназначения, и ее вы не можете купить. То есть вам показывают землю, вот этот участок, все хорошо, вот это все стоит там $100 000. Клиент говорит, да, я хочу купить, вот $100 000, пойдем в инвестицию. Они говорят, не, мы не можем, это здесь сельхоз. Давайте нам $100 000, и мы будем полгода-год переводить, и потом вам эту землю, может, переведем. А все это время деньги будут у нас, и земля будет тоже нам принадлежать. И, конечно, наши клиенты говорят, так, мы не будем никому отдавать деньги за то, что мы не можем купить, нет товара. Или часто бывает так, я вот искал, у меня был запрос под землю коммерческую, под автомойку с рестораном. И я смотрю землю, я говорю, покажите мне участок. Ну, реклама, все, приехал на просмотр, грузин мне показывает, вот участок. Я говорю, как вот померить его, где вот он как? Он, знаешь, как говорит мне, ну ты вот сколько хочешь, вот покажи, я вот столько тебе продам. Смотрю на кадастровую карту, на кадастровой карте даже нет того земельного участка, он даже не поставлен еще на кадастровую карту. Раньше выкладывали в объявлениях фотографии другой квартиры. А сейчас делают хитро, сейчас нанимают хороших операторов, таких как Игорь, который сейчас снимает меня. У него супер камеры, видите, какое красивое у меня лицо, какой красивый свет, это все ставится. Там ставятся разные, это вот эти, тут зеленое, значит, тут вот такое, тут подсветочка, тут покрывальце, это все, а приходишь туда внутрь, тут плесень, тут подтеки, тут такой вот ламинат, тут обои оторваны и так далее. Поэтому сейчас тоже вот это вид мошенничества или нет? Ну нет, мы сами советуем. Перед продажей квартиры сделайте предпродажную подготовку, постелите, там, купите декорирование, хоумстейджинг и так далее. Мошенничество это или это предпродажная подготовка? Непонятно. Ну, как к этому относиться? Это как перекуп автомобилей, да? Покупают автомобиль, немножко почистишь его, помоешь, химчистку сделают и продают как свежий. Еще и сходит пробег. Ну, скрутил пробег, это точно мошенничество, а помыть и привести в порядок? Это не мошенничество. Ну, как бы согласен. Ну, я расстроился. Вот мы недавно смотрели тоже. Я искал для клиента квартиру. У меня последние клиенты такие, то 500 000, то там 350. В общем, пентхаус, готовое для проживания, 3 спальни надо. Вот нашел пентхаус. Вижу объявление. 340 000 там, долларов, плюс парковка еще там 20 000. 360 000 долларов на Парноваза. Думаю, супер. Фотографии вообще просто. А там вид. Вы знаете, это верхний этаж на Парноваза и вид на море. Там видно озеро, зоопарк, это озеро, Мариот новый стоит, вот Хилтон, тут все просто, закатное солнце падает в море. Ну вот, блин, я в мире стою, смотрю с балкона, думаю, блин, там же такая веранда красивая, последний этаж, 2 квартиры на этаже, все супер, подземный паркинг, идеальная локация, старый город. Цена чуть высоковата, да, ок, но ремонт просто, я не знаю. Кафель вот так, шкаф открывают, дверь-то не закрывается, все как-то кривой, все как-то, блин. То есть фотография это не передаст. Но я почувствовал себя обманутым, когда я вижу красивые фотографии, приезжаю туда, трачу свое время и время моих клиентов, и там разочаровываю. Это, конечно, не мошенничество, как мы уже только что выяснили, но надо что с этим делать. Скоро, я думаю, технологии дойдут, мы будем делать какие-нибудь VR, MR, что-нибудь такое, чтобы ты шлем надел там, квартиру посмотрел, без всякого, ну, понимаешь, да, без всякого ретуши, без всего. Застройщики уже такое предлагают. Уже есть VR-шлемы у застройщиков, когда приходишь туда, они сейчас не делают шоурумы, они тупо телешлемы надеваешь, и вот ты пошел там, вот так вот головой крутишь, смотришь. Давай так, подведем итог. Мы сегодня проговорили, какие виды мошенничества бывают с застройщика, и как их себя обезопасить от этого, как ведут себя риэлторы, которых я очень-очень не люблю. Также в конце обсудили, какие есть тонкости и уловки, и виды мошенничества со стороны продавцов недвижимости. Надеюсь, ролик был вам интересен, полезен. Если это действительно было так, то обязательно поставьте лайк, нажмите колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. И обязательно напишите комментарий. Даже значок какашки или там русские свиньи идите вон тоже подойдет. Любые комментарии пишите. Это помогает нашему видео двигаться выше и выше. Мне нужны просмотры. Спасибо вам, удачных покупок. Всем желаю купить квартиру у моря, если вы еще не купили. Обязательно обращайтесь в нашу компанию за покупкой качественно отобранной недвижимости по справедливым ценам. И как всегда, до встречи в Грузии.